Ой, очки забыл. Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Я вам уже объяснил в предыдущем видео свою мотивацию, почему я хочу начать снимать видео в новом формате, поэтому давайте долго не рассусоливать, а сразу же принимаемся за дело. Сегодня у нас в обзоре будут принимать участие шведка Dova. Достаточно нетривиальный инструмент, потому что сделан с необычным качеством, хорошо, и в принципе даже можно было бы сказать так, претензии на что-то такое вот прям, пескоструй, там, сатинирование, вот это то все, то есть смотрится неплохо. В качестве мыла у нас будет сегодня Vergule Hand из всемирно известной компании с 500-летним почти опытом, и тот стик, который я сегодня буду использовать во время бритья, Кости с Ганзы огромное спасибо, потому что, по-моему, в прошлом году на день рождения он подогнал вот эту вот штучку, и сегодня мы вот этим красавцем-то и побреемся. Запах. Я не исключаю, что 460 лет назад запах был другой, но сейчас он, ребята, просто кошерный. Просто кошерный. Молодцы, ребята, с запахами работать умеют. В качестве автошея у нас будет крем КД. Но крем КД. Что тут еще скажешь? А по поводу того, что я тут маленько нахулиганил и сам даже не ожидал, как это получилось, это пришейв получился этот Константа Delight. Потому что когда снимал распаковку, это было до бритья как, там было его столько, что надо было куда-то деть. Я вот так чуть-чуть слегонца, это, наверное, было минут 15 назад, 20 может быть, я на лицо-то и нанес. Поэтому как бы там пришейф у нас уже есть. Поэтому со стиками я сейчас изгаляться не буду. Помазок у нас замочен. Компресс и бреемся. Остается не совсем понятным. Constant Delight, пришейф Oil. За 15 минут до бритья, может быть, это даже еще и долго, может, оно там уже все впиталось. Сейчас вот все это дело и проверим. На влажненькую начинаем наносить стик. Я его тоже так маленько наношу. Мыло твердое. Запах, конечно. Не знаю, кто любит такие натуральные растительные запахи, он вас равнодушным-то, конечно, не оставит. Не привык я пользоваться стиками, и очень быстро кончается влага, и чтобы натереть, а он твердый, это вам не что-то там турецкая палочка, которая сама размазалась, то приходится его подмачивать каждый раз. С другой стороны, а куда мне торопиться? Намочу лишний раз, мне сложно, что ли? Так, нанесли. Помазок. Он у нас уже заквасился. Лишнюю влагу, наверное, вот таким вот макаром. Опа, я не выжимал. Я просто вот так вот сделал, так. Как корову доите, да, вымя у коровы, так тынь-тынь-тынь-тынь. Вот примерно то же самое. Если я сейчас надавлю, еще вода пойдет. Вот так вот даже, вот капало. Поехали, посмотрим, что получится. Пока нормально получается, пока нравится. Не то чтобы пересмотрел, а просто перед бритьем нарвался опять на это видео от Dova под номером 100. Представляете, почти 200 видео назад. Так, мельком глянул, как я там брился. Поржал, конечно. Но с другой стороны, что? Человек учился, что? Учиться не стыдно. Стыдно быть неучим. Ребят, пока впечатляет. Что будет дальше, сейчас увидим. Так, помазок у нас вон во что превратился. Давайте посмотрим, что у нас из всего этого выйдет. Если честно, забегая вперед, не знаю почему. На то лезвие, которое было в наборе, у меня особых-то надежд нет. И почему-то подсознательно я себе уже подготовил, что перейду на ту закладку, которую я себе приготовил. Но
Не будем торопиться с выводами. Напомню, что именно в этой шаветке от Дова, благодаря ее конструктиву, если вы слишком близко будете держать, вернее, шаветку под небольшим углом, у вас ничего не выйдет. Пластиковая вставка вам будет мешать. Поэтому хотите вы того или нет, вам приходится подниматься где-то в район 25-30 градусов. Да, еще один нюанс. В бытность свою, когда я брал шаветку, чтобы нарабатывать моторику, я использовал пару раз и от Дова. Быстро перестал, потому что тот вкладыш, он уже щель посередине. И вот ты, когда весь из себя такой красивый по щетине, ну понятно, что по щетине, ты же не бритый, водишь, и вот эти волоски, они попадают вот в эти щель пластиковую, клинит, и такое ощущение, что ты эпиляцией сам себе занимаешься. Ну, удовольствие ниже среднего, я вам скажу. И, кстати, да, если у вас щетина крупная, там 4-5 дней, и такое же может случиться и с клинком. Пока он, слава богу, не западает. То есть, как мы с вами восстановили, вот этого зажима внутри хватает, чтобы бриться нормально. А, это же фиксировано, это не то второе. Ну, хорошо. Оу, оу, куснул себя, сейчас кровь будет. Знаете, в чем затыка получилась? У него же угол большой надо держать. И я вот этот радиус не смог пройти, и сам себе он красоту и устроил. Ребят, я ограничение 18+ не буду на видео ставить, но на всякий случай, там, детей, женщин, там, уберите от этого, от экрана, ну, кто кровищу не переваривает. Но если бы не вот это досадное недоразумение, неправильно, досадное недоразумение, ну, в принципе, неплохо для первого прохода. Давайте на второй заходить. Чуть-чуть намочил. Для того, что при первом нанесении стика нанес и самом по мазке, ну, смотрите, на второй проход, по сути, должно хватить, да? Извиняюсь за малоэстетические пейзажи. Ну, так получилось, чего уже. Так.
Неудобно, блин. Ну вот как-то так. Ну здесь все железяка, поэтому я не опасаюсь, просто в воде полощу, да и стряхиваю. Никаких салфеток, ничего. Плюс я не хочу, чтобы тут где-то что-то за РК хватанулось. Ну не так же, господи. Вот так будет правильно. Ну опять кусал маленько. Понимаете, из-за того, что вот здесь вот нежная шапка, я чуть-чуть даже запутался. А как держать-то? Угол где? Сейчас смою ее. Угу. Ну, судя по тому, что здесь вот подуспокоилось, возможно, не говорю, что точно, но возможно, в этом мыле есть что-то такое, что не совсем останавливает, а так помогает остановиться крови. И заключительный треугольник, да? Все. Заключительный третий. По-прежнему ничего не набираем. Чуть-чуть добавил. Нет, ну ладно, добавил. Хотел ладошку смочить. Ребят, по скольжению бешеное. Бешеное, натягивать кожу, ну просто не очень хорошо. Практически, ну нереально, когтями приходится цепляться. Ну, пускай не так много, как первый раз, но все же, да, согласитесь?
Прям понравилось, как прошла. Все, мы побрились. Все, что нам осталось, это автошейф, но перед этим я вам покажу, что осталось по мазке. То есть того, что мы нанесли с самого начала, еще кое-что осталось. Я думаю, что в принципе-то еще на проход 1,5 хватило бы. Это для тех, кому это важно. А сейчас крем КД. Фух. Пока сидел на компрессе, подумал о том, что сейчас передо мной стоит непростая задача. Для короткого видео я сейчас должен дать полностью заключение по всем тем предметам, которые у меня были сегодня на обзоре. Но вполне себе не обрезанное, а нормальное, чтобы человек не остался неудовлетворенным. А уже во второй части развернуть это еще более подробно. Как это сделать грамотно, чтобы никого не обидеть. Вот в этом мы сейчас и будем разбираться. Так, где ты, КД, спрятался? Ну, каждый раз при слове КД. Я не знаю, почему-то у меня в голове Париж, Эйфелева башня, круассаны, ветреные особы в шляпках. И вот так скачет, а все мне хорошо. Может быть, потому что мне жена много лет назад подарила хороший крем для бритья, и он до сих пор еще меня удовлетворяет и нравится. Фух, мама дорогая. Не скажу, что сногсшибательно, но очень достойно пахнет. Пока чувствуется, что здесь на каждый квадратный сантиметр крема вбито 2 квадратных сантиметра уходовых. Потому что он реально такой плотный, и это не то легкое молочко, которое бум сразу впиталось. Нет, тут надо будет подождать, еще вообще не факт, что впитается. Ну, посмотрим, не будем загадывать. Запах, какая-то вязкость такая сладко-дурманящая. За запах поставил бы 4. Это вовсе не тот крем для бритья, который я обожаю, за который я там готов многое что отдать, но это другое. Тоже прикольно, не фи-фи-фи, но просто 4, вот так. Впитывается махом, да, уже наполовину впитался. Ребят, давайте уж сразу и с точки расставим. Вещь нетривиальная. Да, рабочая, да, ну запах, ну и мховая составляющая, тут каждый сам мерит на себя, вполне себе вероятно, что есть люди, которые за этот запах просто родину продадут. Ну, вы понимаете, о чем я. Лично для меня просто на 4. Но вот что здесь действительно нетривиально, так это его стоимость. Потому что если вы вдруг замечтаете за 75 мл вот такой упаковки, то вам это в России обойдется ровно в 2,5 косаря наших деревянных тугриков. А за 30 мл, соответственно, 1000. Стоит ли оно того или нет, каждый решает сам. Но, как по мне, по цене этот продукт выходит в разряд эксклюзивных. Для тех людей, кто денег не считает, если считает, то очень редко, потому что им, ну, скучно. Нафиг, я вам год назад считал, что я каждый день считать буду. Ну, то есть вот такие. Но по запаху он не соответствует, а вот по действию, скорее всего, соответствует. Потому что сейчас такая кожа, чтобы вы знали. Кайфуя. Пока еще чуть-чуть. Я чувствую, что он не до конца впитался, но уже то, что я чувствую на лице, мне нравится. Мне нравится. Рубашку мазать не будет.
Свой парфюм даст использовать, зимой защитит, да, конечно, вообще без разговоров. Интересная штука и, ну, такое, просто примите к сведению, а уж там чё, куда, как, ну, это уж, это, вы сами смотрите, уж больно ценник-то негуманный совершенно. Ну, грубо говоря, 2 вот таких крема это 1 старт, ну так, на скидку, то есть для понимания. То, что мы уже давно прошли, но все-таки сказать я должен, это от Романа Preshave Constant Delight масло. Работает оно или нет, я не знаю. Но судя по тому, как прошло бритье, я смею надеяться, что все-таки работает. Ну и плюс, конечно, запах. Запах дурман-ага. То есть он не оставляет равнодушным точно. Девочки на почте в очередь стоят. Вот Иванов пришел. Слушай, скрой при нас, пожалуйста. Они стоят там хороводом, уже нюхают это походу. Знаете, вот как капни где-нибудь валерьянки, да, кошки сбегутся и начинают там хвостами вот так вот и нюхать. Вот так примерно почтальоны на этот пакетик от Романа реагировали. Вот так вот им было и прикольно. Распаковки, как с этим я обошелся, сами посмотрите. Запах, да, могуч, но хорош. Хорош, итальянцы молодцы, красавцы. Рекомендую, по крайней мере, попробовать, что нет-то, тем более, что знаем, что у Делайта там ценник-то, ну, такой. Ну, масло, да, у него самое дорогое, но это самое дорогое считается где-то, по-моему, 650 рублей за флакон. Но это на общем фоне своей линейки дорогое. А на общем фоне вообще в принципе, да не такое уж оно и дорогое, вполне себе нормально. Помазок, а чего за него говорить, столько уже говорено. Рабочая лошадка, ценник, ну, как у КД. Только у КД тут под сомнением, оправдывает ли. Здесь, ребята, да что я вам объясняю, вы сами все знаете, понты дороже денег. То есть вот если вы взяли такую вещь, то каждый, кто ее видит, скажет, блядь, у чувака-то деньги есть. То есть вот так. Качество, да, здесь есть. Но ценник вы сами знаете. Все сколько там, 13-14 тысяч. Опасная бритва РФ. Кому интересно, всегда зайдите, посмотрите. Они там, по-моему, еще есть. Стик. Verdule Hand. Не, ну что, прикольная компания. Опять же, 500 лет, да? Запах. Скольжение по скольжению, ребята. Вот, пожалуй, в этом продукте я бы выделил это на первое место, потому что и то, и другое зашкаливает. Я бреюсь и кайфую. Второе, на выручку, чтобы сохранить хорошее впечатление о продукте, это подходит уже запах. Он не такой мощный, как со стика, чуть-чуть разбавляется, даже несколько видоизменяется, но тем не менее он остается. Ну и добавляет свою изюминку. Из положительных добавить, что еще мог бы, это, пожалуй, то, что чертовски экономичный. Сколько мы его там навозюкали, но, блин, вот, на все бритье еще с хвостиком осталось. Ну, то есть, да, прикольно. Если бы выбирать, допустим, между стиком и мылом, я бы взял и то, и то. Стик – это только в дорогу. Хотя и мыло-то тоже можно взять, потому что там баночка-то видели какая. По сути, и тот 75 грамм. Банка 75 грамм, а этот 75 грамм. Но разница все же есть. Если за банку вам придется отдать почти 8 евро, то за этот всего лишь почти 6 евро. Для кого это имеет значение, тут думайте, 2 бакса сэкономить или нет, ну, евро, решайте сами. Но, на мой взгляд, достойный продукт, очень достойный. Костямба, еще раз один, вот прям рахмат алейкум, спасибо тебе огромное, интересная штука. Медленно и верно добрались до шаветки. Что делать с этим продуктом, я не знаю. Потому что, с одной стороны, выбрился, ребята, чудесно. Чудесно, ну, с легкими залипухами, но это не к инструменту имеет отношение, а к моему овладеванию им, потому что если, допустим, турецким вариантом, я, ну, вот, знаете, вот, тебе дали в руку, блин, так вот, брат Коля, здравствуй, я тебя узнал, то есть такое, как будто я им уже брился 100-500 лет назад, а мне его дали, я тут вспомнил, вот так было им легко и просто и кайфово, да, тем самым инструментом за 6 евро. Здесь несколько другая картина, здесь есть нюансы. Какого рода? Ну, во-первых, защипы волос. Если слишком длинная щетина, да, они будут здесь вот вставку в эту заходить, особенно в белую, вот в такую, в черненькую, это возможно и похуже, потому что там бодрячка побольше, поплотнее. Во-вторых, ну, носиком здесь бриться будет довольно проблематично, потому что он под 45 градусов, вот если вы возьмете, вот, допустим, вот ваш носик, да, вот так примерно, одна часть будет пластиковая, другая это то лезвие, которое выходит. И надо приноравливаться. То есть у этого инструмента есть своя специфика, к которой нужно проникнуться, и тогда у вас все будет хорошо. Потому что он бреет, реально бреет. Шикарно бреет, хорошо.
Но здесь есть вопросы, которые вот лично сам для себя я не могу найти ответа, а если я сам не понимаю, как я вам-то объясню. Какого рода вопросы? Стоимость этого инструмента. На сегодняшний день в России, если брать опасную бритву РФ, он стоит 3700. Если вообще так, в принципе, взять, то может быть еще и дешевле можно найти. Но дело даже не в этом. Стоимость 3700. Любой человек, который, допустим, вот начинает думать в эту сторону, да, он выбирает что? Или клинковые, или шаветки. Шаветки. За турецкий вариант за 6 баксов я вам уже как бы говорил, и там все ясно понятно. Другие шаветки. Если вы пороетесь в нашей истории, то вполне себе сможете найти и советские. И стоить они будут где-то в районе от косаря до 2 косарей. Вариант, но что нет, вариант вполне себе. Тем более в советские времена шаветки-то делали хорошо. Дальше. Если, допустим, брать что-нибудь такое супер-пупер навороченное, типа там японец или еще что-то, про Китай пока вот, это вот турецкий вариант, то есть там 6, 10, 15 евро, это вот туда вот все мы уже обсудили. Но Физер Club, да, кто его не знает, его знают все, он даже на канале был благодаря Александру, царство ему небесное, и сейчас он благополучно уехал в другие хорошие руки, хоть и с такой светленной головой. Ребятам другая цена. Насколько я помню, самый простенький Artist Club, но это где-то 4-5 с копейками, а если что-то супер-пупер, там с деревянной ручки, со всеми пирогами, то там уже чуть ли не до десятки дотягивает. Вот тут-то у меня, зараза, вопросы возникает. 3500, 3700, 5, 7, а я выбираю, чем мне бриться. Начиная уже от 2000, можно найти что-то такое, чем можно бриться, но это будет не шаветка, это будет клинковая. Если, допустим, говорить за раритеты. Если говорить за новые, ну тут ближе, чем пятера, конечно, не подходи. Вот если с этой стороны сравнивать, там 5000, а здесь 3700, то, конечно, да. Это как-то можно логически объяснить, там, притянуть. Вот ты хочешь новую опаску, вот она стоит там 5-7, а это всего лишь 3500, вот, пожалуйста, бери. Но тебе тут еще нужно докупить лезвия какие-нибудь. Обыкновенные Single Edge или там Double Edge или там физеры вот эти вот там или еще какие-то. Лучше, конечно, специализированные, которые вот сюда идут. Ну тогда да. Но шаветка за 3,5, 5-7 тысяч, ну если Artist Club, просто вот это вот как-то я не совсем еще перевариваю. Понимаю, что я сейчас к этому отзыву добавляю какую-то имховщину, потому что, Иванов, это твое отношение, какого ляда ты его тут с экрана поливаешь. Вот сказал годный инструмент, и все, до свидос, все, иди, до свидания. Ну таки да, можно и так подумать, но теперь-то я уже и то попробовал. И вот с этой колокольни пытаюсь вот с вами пообщаться на эту тему. Мне кажется, что вот это, если и нужно кому-то, то только людям замороченным, которые хотят качественную шаветку. Ну, турецкая за 6 баксов или китайская, они как бы тоже качественные, да? Но все-таки 6 баксов, а человек как бы при деньгах, и нафиг ему вот это. Он начинает думать. Вот если вот в этом случае, тогда да, можно думать за это. Но вот как-то так. Все, ребят. Первое видео пошло прахом, облажался я по полной, потому что, в принципе, вывод получился такой, что уже на более расширенный, там в конце видео я уже и не оставил ничего, все рассказал, но зато оставлю плюшку. Все, кому интересно, можете крупный план посмотреть в конце видео, там побачите, что там хорошего. Ну а на этом разрешите с вами попрощаться, напомнить, что сейчас голосовалка где-то появилась. Как вам этот формат? Че, ничего, заходит, не заходит или вернуться к старому. Но всем добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Ваша подписка, ваш репост, ваша люба-нелюба для каждого видео дорогого стоит. И если вы найдете в себе силы совершить что-то в этом направлении, там подписаться, колокольчик поставить, люба или не люба поставить, ребят, ну так я буду рад. Значит, буду понимать, что не зря все это делал. Все, до новых встреч, до нового бритья, которое состоится не далее, как в пятницу. Ну и до стрима, который состоится уже не в субботу, а в воскресенье. Мы принесли, если вы помните. Все, пока-пока. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Подписывайтесь на канал. Парни, как много мне вам нужно показать.
Я постараюсь все это реализовать как можно быстрее, но, к сожалению, очередь велика, поэтому, ребята, просто наберитесь терпения. Это и станки и от Геннадия из Эстонии, и Осипова Петра из города Москвы, и Хамита из Алма-Аты. Это все, это вот, к сожалению, вот записочку утратил. Парень ездил отдыхать то ли в Тайвань, то ли в Таиланд и прислал бюджетный набор, как там тайцы, то ли таиландцы бреются. Отзовись, пожалуйста. Вот время от времени просто меня сдвигают с этого стола, и записки, которые я раскладываю в каждую коробочку, вот как вот Хамита Алма-Аты, они, к сожалению, женскими руками смываются. Я не хочу на них все свалить, сам ворона, значит, надо что-то придумать такое, чтобы не терялось. Но время от времени все-таки случается. Вот очень хочу узнать, кто это прислал, бюджетный набор из Таиланда. Этим тоже нужно бриться. Но со следующего бритья, наверное, все-таки в порядке очередности, ой, извиняюсь за звук странный, пойдут станки от моего земляка Алексея. Он амич, он дал кое-какие вещи на попробовать, на показать. Раритетные, убитые. Внешний вид у некоторых вообще совершенно не кокосовый. Насколько они в рабочем состоянии, это мы с вами определим во время бритья. Ну вот, наверное, со следующего бритья вот это вот все и пойдет. И я постараюсь как можно быстрее вот это все реализовать. И Андрюха Дружинин, блин, Сейвера тоже надо показать. Это я где-то половину примерно показал, еще половина осталась. Наверстаю, хлопцы, дайте время, наверстаю. Сегодня же на обзоре будет шаветка от компании Золинген Дова. Вот эта вот красотка в свое время была прислана с опасной бритвой РФ. Один раз, 200 видео назад, я уже и брился в 100-м номере. Перед этим была шаветка из Турции, которая меня покорила, которая меня удивила по многим параметрам. Но вы это и сами знаете. Сегодня же попробуем вот этого красавца. Что это из себя представляет? Поставляется вот в таком вот пакетике, в котором помимо основного вкладыша есть еще парочка дополнительных, которые мы сейчас подробно рассмотрим. Так, этим лезвием я брился 200 видео назад. Плюс поставляются еще специальные лезвия для этой шаветки. И если вы хотите этими же лезвиями пользоваться в будущем, вам нужно будет озаботиться и прикупить их отдельно. Но давайте обо всем по порядку. Собственно, сам шавет. Легенький, небольшой, где-то в районе 16-17 грамм. Сделан достаточно качественно. По качеству здесь, ребята, нигде не придерешься. Штампованная металлическая такая сатинированная поверхность с гордой надписью Дова Золинген, в которую будет скрываться ваш клинок, в который, ну, державка под клинок. Здесь очень удобно сделана ручка. Посмотрите, какая она пластмассовая и как удобно она вам будет позволять держать во всех позициях. Хвостик небольшой, но тем не менее 1,5 пальца он на себя воспринимает. Ну и самое интересное, здесь внутри вставляется вот такой вкладыш, который вы можете с легкостью открыть. Так, тырц, открывайся. И, собственно, сюда-то и нужно вставлять это лезвие. Благодаря тому, что в наличии есть 3 разных вкладыша, вот такие вот, посмотрите. То есть это без внутренней перфорации, здесь только вот один вот такой вот зацеп есть. Это с внутренней перфорацией, именно вот под эти лезвия, которые идут в наборе, специально, чтобы вот эти вот выступы заходили в эти отверстия и держали это лезвие. Ну и еще одно необычное, то есть вот такой с гребенкой, то есть а-ля открытый вариант. Ну это, наверное, там как-то мелировать волосы или что там делают парикмахеры. Вот эта вещь, наверное, нам вряд ли с вами сегодня пригодится. А вот на какой из этих двух остановиться? Ну, давайте разбираться. Если мыслить логически и, допустим, брать то родное лезвие, которое вот пришло вместе с шаветкой, то да, конечно, было бы по кайфу использовать вот этот вот черный. Потому что, смотрите, она становится сюда как родная, фиксируется полностью по всем сторонам. Так, фиксируйся. Ну ты что творишь? Я только что сказал, что ты фиксируешься, а ты мне мозг тут компасируешь. Так. Ну, бляха-муха. Так. Что у нас получается? Здесь стало, а здесь не хотит. Ладно, мы попробуем от обратного. А что если вот так?
Хотя это, конечно, глупость, потому что здесь осевое, видите, специально смещено. Здесь большое расстояние, здесь маленькое, чтобы человек сразу понимал, как ставить. Давайте от обратного. Так, с этого начнем. Так, этому дала. Этому дала. Блин, а этому не дала. Нет, смотрите. Что-то вроде получается. Так, закрываем. Ну вот. Вот такую конструкцию, как вот у нас получилось, мы сейчас, собственно, и должны с вами ставить шаветку. И, в принципе, уже можем бриться. Но для этого вам нужно будет докупать вот эти вот специальные лезвия. Другие варианты. Тот черненький вкладыш мы с вами уже использовать не сможем для других вариантов. Но используя вот этот белый вкладыш, мы можем, допустим, брать половинки вот таких вот лезвий. Или, допустим, самим ломать обоюдоострое лезвие и вставлять сюда эти половинки. Да, конечно, длина режущей кромки будет значительно короче, но это не отменяет того, что это все-таки возможно. Блин, ты будешь открываться, нет? Вот, то есть это готовая половинка, которая делается на заводе для тех, кто ленится обрезать сам. Египетская акула. Вот, египетская сила я знал, теперь вот еще египетская акула, шар, сделанный в Египте. Сами понимаете, ставив сюда такое лезвие, то есть перекрытие будет, ну, скажем так, 2/3 от того, что может позволить себе шаветка, вернее, она может предложить. Еще один вариант. Если мы будем использовать подобного рода лезвия, здесь есть все-таки нюансы. Какого рода? Наверное, все-таки такого же, как и вот на этой шаветке турецкой. Потому что ширина лезвия, она, смотрите какая. И то есть, если мы до конца будем вставлять, у нас рука пропадет, просто нам бриться будет нечем. Поэтому мне приходилось выставлять вот как-то так, не до конца, достаточно с натягом. Но я так не пробовал бриться. Ставить попробовал, а бриться не пробовал. Нет гарантии, что во время бритья лезвие не провалится. Но это мы с вами обязательно попробуем. Здесь я предполагаю, что будет нечто подобное. Потому что вот так вот, если мы возьмем, допустим, да, поставим. Так, тырц. И все. И сейчас вот с вами вставляем туда в шавет. То теоретически, в принципе-то можем бриться. Практически. Оп. Здесь нет каких-либо упоров, здесь нет каких-либо фиксаторов, и ваше лезвие будет, ну, целиком и полностью болтаться между небом и землей на ваше усмотрение, на ваш страх и риск. Провалится, не провалится. Я думаю, что тут можно еще какие-то лезвия попробовать испытывать. Но вот я пока показал только то, что у меня есть в доступе. Ваше мнение на эту тему. Сегодня, наверное, не будем экспериментировать, хотя я вот на всякий случай вот это вот прихвачу. И пока будем бриться, я вот это вот рядышком где-то покладу. Вдруг тот вариант, вот, который мы сейчас с вами сделали, вот этот вот, по каким-либо причинам не будет меня устраивать. Ну вот мы с вами вот на это вот дело и перескочим. Предыдущее бритье 200 видео назад, судя по тем обломкам, которые я здесь обнаружил, было вот этим лезвием. А что это за лезвие такое, интересно? Platinum Coated. Ну, это понятно. А лезвие-то какое? А, Merkur Super. Ну ты отчаянный мужик, блин, 200 видео назад. Я бы сейчас такое лезвие не взял. Я бы взял что-нибудь другое. Ну ладно. Итак, шаветка разобрались. Вот здесь вот видите, вот такой вот нюансик. Вот там внутри вот стопор такой есть, что позволяет, когда вы закрываете вот так вот, у вас кромка не будет биться, потому что этот шпинтик, он как раз вот упирается вот сюда вот. Вот видите, внутри, да? Так вот тырц, и вы лезвие рука не цепляете за металлическую основу. Мыльно-пузырную позицию у нас сегодня занимает стик от знаменитой компании Vergula Hand, существование которой уже можно отследить на протяжении 460 лет, о чем компания, так скажем, не стесняется напомнить. Но с другой стороны, правильно делают люди, кто еще может похвастаться почти 500-летней историей. Ну, на самом деле, скажем так, хозяева вот этой компании на протяжении 5 веков менялись-то нещадно. И организовав эту компанию в 1554 году, тот товарищ, который первый это сделал, он, ну, короче, передавалось. Но
принцип компании, все самое лучшее для мужиков бритья, и насколько это возможно натурально, и чтобы это было ого, вроде как они хранят. Ребята, я уже нюхал запах чумачечий. Все это я могу вам показать благодаря Константину с Ганзы. Ну, он там вместе с одним хорошим человеком подарочки организовал, отправил. И вот, благодаря Косте и этому товарищу, я смогу вам вот эту вот штуку-то сегодня и показать. Так ли они хороши, так ли они великолепны, как вот здесь вот написано. Ну, ребят, у нас уже было мыло от этой компании, я от него пищал. Что будет со стиком, узнаем совсем скоро. Ну а привести в пенное состояние все то, что мы нанесем на лицо стиком, нам поможет сегодня помазок серии Рока от компании немецкой Мюлле, который вы все хорошо знаете, потому что он был не единожды. Краткое описание. Помазок хорош, реально хорош, но зараза дорогой. Дорогой в первую очередь из-за того, что вот такая вот супер-пупер навороченная ручка, которая позволит вам выкрутить тот узел, который вы приобрели вместе, вот все в комплекте. И если вы вдруг в компании докупите какие-то другие узлы, хоть синтетика, хоть другой барсук, но вот с такой же резьбой, вы всегда сможете использовать эту ручку. То есть взяли этот, выкрутили, тот вкрутили, и у вас новый помазок. Вот сегодня вот этой красотой и будем пену наводить. Ну а заполировать нам все это дело поможет крем КД с можжевельником от всемирно известной компании L'Occitane. Ребята, можжевельник и КД – это гремучее сочетание, которое вы сами наверняка не раз на себе проверяли, поэтому тут говорить как бы о чем, да как бы не о чем. Объем этого тюбика всего лишь 30 мл. Самый большой, который компания выпускает, это другая фасовка 75 грамм. Ну 30 грамм, 75 мл, ну короче вот 1 унция. Все, пошли бриться.